Так, принял, короче, непростое решение снимать 1080. Ну, блин, места нету, а запечатлеть охота. Ну, что делать, ребят? Ну, так, вот, немножко меня на фоне всего этого великолепия. Да. Я сегодня поспал 2 часа, ну, помимо того, что в самолете поспал. Ну я же снимал, наверное, с утра видео или нет? Ну, в общем, да, поспал и в 4 уже выдвинулся. Блин, офигел, конечно, от этой долгой длиннющей пересадки. Я офигел с себя, как я мог, такой билет купить. Но на самом деле сейчас вообще вот доволен. Хорошо, что был какой-то хоть налик, чтобы поменять на доллары, потому что здесь автобус все эти, там тяжело с карточками. Купил билет вверх и вниз, но сейчас решил, что времени вагоны, и пойду пешочком вниз, и вроде силы есть, поэтому придется пропадать билетику вниз. Вот. Пойду на другую сторону, и оттуда уже на автобусе поеду до паромчика на другую сторону Гонконга. Нет, вот нашел балкон. Это получается уже вид на юг. На север был с другой стороны. Уже скоро закат. То есть все приятное. Вот там это площадка обозрения, куда отдельный вход. Ну, в принципе, нет смысла туда ходить, как бы там. Ничего нового ты там не увидишь. Вот, ну и здесь отсюда уже можно уходить в ту сторону и там спускаться вниз. Тут есть тропы вниз туда. В общем, очень круто, можно спуститься. Вот интересно, здесь, кстати, соколы или кто там они? В общем, какие-то орлиные. Я тут парочку снимал, вот когда последний раз был 4 года назад. Они вот так же тут летали. И, блин, вот сейчас присел отдохнуть, и вот смотрю, летают. Это уже какие-то их там, не знаю, правнуки какие-нибудь. Вот, да, блин, такое ностальжи на самом деле. Также сюда ходит автобус 15, он тут вот до этих станций доезжает отсюда, стоит $11. То есть если в две стороны вот этот трамвайчик стоит 88, то вот сравнивайте цену, как бы сколько стоит автобус. Так, сейчас, без так нельзя, извините. Сейчас пойдем спускаться вот туда. Пока еще не стемнело. Вот. Надеюсь, мне будет способствовать удача. Вот. И я приду еще до темна. У меня просто времени еще часов 5 вагон. Вот. Не хочется просто. Хоть ноги гудят жестко и мозольно на правой пятке, но, блин, надо. Даня, надо. Вот карта, где мы, не знаю, вот мы здесь, да, вот, и будем спускаться вот так, и куда-то вот спустимся вот куда-то вот сюда. Здесь будет автобус, то есть вот отсюда нам надо вот как-то, или вот так пройдем, и вот сюда куда-то выйдем вниз. Соответственно, это вот то, что я сейчас только что снимал, вот этот закат в ту сторону. В ту сторону небоскребы и центр, и канал, там все такое. Ну, в смысле, залив. Вот такая тут прикольная, красивая дорога. Сейчас погодка такая, тут на высоте не так влажно. Вот, и прогуливаться сейчас здесь удовольствие, конечно. Воздух такой приятный, дышится хорошо.
тоже, ребята, вот советую, может быть, вот таким образом. Вот я не знаю, мне хватит места или нет, но я придумал маршрут. Я уезжал из аэропорта в 3 часа дня. Мне нужно вернуться в аэропорт, ну, часам к 12, там, пол-первому. То есть вот на порядка 9 часов. Это с дорогой туда-обратно. Дорога туда-обратно, это вместе 2 там с копейками часа. Вот. То есть вот такой маршрутик галопом по Европам, но довольно-таки мне интересный, как бы, да, такая немножко ностальгия, потому что я здесь уже ходил, но очень давно, один раз. И как-то все время в памяти возвращался к этому месту. Хотелось еще раз пройтись здесь. Вот. Но все-таки нашел силы сейчас. Не поехал на трамвайчике вниз, хотя можно было поберечь ноги. Ну ладно. Приеду на Бали, там ходить негде, кроме пляжа, поэтому там буду сидеть на попе ровно. Сейчас закатное время. Вообще такой топ. Такое ультра наслаждение. Вот там солнышко чуть-чуть виднеется. На самом-то деле, ну вы знаете, когда на телефон снимаешь, ну это маленькая точка, а на самом деле оно такое большое, оранжевое, там все. Прям запах такой приятный. И это солнце, и температура воздуха, и все вместе. Вот. Вчера из-за того, что подустал и спал мало, такой сокрушался, что сейчас долго в дороге придется времени провести. Так хотелось побыстрее раз и дома уже быть. Но сейчас вообще нисколечки не жалею. Я прям счастлив, можно сказать. Да не можно сказать, а так и есть. Я счастлив. Вот, мы идем вот оттуда, вот так вот. Вот оттуда мы идем, вот так вот все. Да, интересно, я до самой прям темноты-то успею дойти. Солнце довольно-таки быстро скрывается. Я думал, у меня еще есть часик, но, судя по всему, нифига. Такие вот виды. Я немножко ускоряю шаг, потому что тут 1,5 часа написала мне идти. Вот. А солнышко-то уже ого-го. Там можно было бы побыстрее спуститься, но я думаю, я же рисковый, капец. Я же постоянно на грани живу. Вот, поэтому пойду. Ну и что, если что, по темноте пойду. Тут диких-то животных нету. Главное, чтобы дорогу найти просто. У меня, чтобы батарея на телефоне не села. Блин, темнеет так стремительно, но так чуть-чуть картина понятна. Это вот немножко с другой стороны холма уже. Там тоже внизу высоточки стоят. А мы пока двигаемся. Ну вот уже так. Ничего не, ну на камеру уже ничего не видно. Где-то еще так очертания видны. Вот, ну, конечно, такой интересный опыт в таком полумраке двигаться тут. Вид тут просто пушка, но сейчас камера этого не передает. А так, блин, даже прикольно, что с темноты такой светящийся город внизу. Блин, вообще, и ты тут один просто в таком мегаполисе. Ребята, это просто что-то с чем-то видок. Вот это тот момент, когда думаешь, блин, ну, значит, все правильно было. Ну, по крайней мере, я еще до низу не дошел, конечно. Но такую картину посмотреть из темноты, это, блин, это офигенно. Ну, я, да, такой, у меня литературный запас большой, хороший такой, вот офигенно, круто. Что там? Огонь. Да.
Вот это да. Угу. Офигеть. Там сколько миллионов человек. Жизнь кипит просто. Я сейчас это даже в 4К сниму. Так, это южная часть, юго-восток. С другой стороны Виктория Пик. Так, ну уже подспустились пониже. Ребят, ну, короче, вы обязаны здесь побывать, это вот 100%. Ну, даже несмотря на то, что темно, от города как-то свет идет, и, в общем-то, спускаешься, и не так уж прям ужасно. Нормально. Ветерок такой прям нежный. Вообще, а впечатлений просто на год вперед. Уже низко спустились. Но все равно смотрите, как высоко, да? Фу, ну выбрался, короче, на цивилизацию. Вот оттуда спустился. Блин, тут кабаны водятся. Сейчас 2 раза попался мне. Один раз один перебежал дорогу в метрах 10 от меня, там в темноте такое черное пятно пробежало. Ну, так по размеру на кабанчика был похож. И сейчас уже, как вот на самом деле, уже здесь перед выходом тоже небольшая стайка, может быть, из 3-4. Там каких-то небольших вроде как. Вот, ну не собаки точно, потому что залаяли бы, эти просто поскакали там. Вот, у меня бутылка из-под воды осталась. Ну и чтобы если вдруг тоже по темноте пойдете, то вот так об себя колотите и идете. Они слышат, что вы тут рядом, и не будут вам попадаться под руку, то есть еще будут стараться подальше держаться. Этот же метод, кстати, работает и для медведей. Вот. Ну, я бы, конечно, обосрался с медведем встретиться, но я думаю, что тут кабаны такие, как бы они к людям привыкшие, и они такие не агрессивные. Хотя могут, конечно, с испуга, но все равно. Тем не менее. Вот и подтверждение, кстати, что они тут есть. Чтобы не кормили обезьяны тут и кабаны. Вот, пожалуйста, да. Ну, это, ну, дикие свиньи, ну, на фотке так кабаны. Ну, типа, что делать, если встретишь их? Вот. Типа, не кормить. И тихонечко, подальше, ля-ля-ля. Оставьте их в покое. Так, ладно, надо идти в выход, искать и автобус. Так, блядь, ну, куда ж без такта, да? В общем, ушел... 1:15 у меня вот спуск оттуда, вот с той точки до сюда. Вот я сижу на скамеечке, отдыхаю, смотрю, как мне дальше двигаться. Так что, в принципе-то, что, под горочку, 1:15 вообще с кайфом, с таким видом прогуляться. Ну, даже вот если по темноте не идти, а ну пораньше там на минут 40 выйти, то как раз вы к первым сумеркам уже спуститесь. Тоже хорошо будет. Такое закатное время, классно. Мужички там сидят, это чисто на скамеечке вот общаются. Такие вообще, конечно, блин, очень сильно отличается вот климат. И все, и другие люди. Вон тоже выборы. Видите, сразу все дороги починят. Какие молодцы тоже. Че, бамбуковые леса нормально. 9-этажные. Так, я неожиданно, вообще нежданно-негаданно вышел на остановку автобусную, которая мне нужна. Ну, на автобус, который мне нужен. Короче, вот, смотрите цены на автобусы. В общем-то, вообще все недорого.
Сел в автобус, стою. Сейчас еду на центральный пирс, оттуда на паромчик туда, на ту сторону. Да, тут автобусы двухэтажные, можно спереди сесть, и вот такой будет супер обзор. Не знаю, я вообще туда еду, вроде туда. Короче, так я и не разобрался тут с этой с ценообразованием на билеты. Тут от зоны зависит, где ты едешь, там, короче, капец. Я зашел, просто смотрю, у него там 3,60 горит на экранчике. У меня, с мелочью проблемы. Я ему 4 кинул, он ничего не сказал. Ну, ладно, я пошел, сел. Хер знает, короче, не знаю. Может, они так, типа, с туристами, лояльно, типа, ладно, хер с ним едь, если не знаешь. Они тут бодро, конечно, в горку ездят. Вообще, блин, ничего не видно. Что я там снимаю? Короче, он тут попетлял и на конечную привез. Через 5 минут. Причем я эту конечную проходил уже мимо. Сейчас пошел на другую сторону, он мне тут сказал, где садиться, я уже никуда не пойду, ноги гудят жестко. Жестко. Вот, не знаю, вот сел у автобуса, на котором написано Central Ferry. Не знаю, стоит там, никого нет, но может он поедет скоро. Так, кажись, разобрался с ценой. В общем, это крайняя точка, где я сейчас. Мне вот сюда. И, короче, с конечной 6,90, потом сколько-то остановок проезжаешь, становится 5,40, еще сколько-то 4,40. Вот как-то так. Так, все, пришел водила, приехал снова. Ну, блин, я бы так не тупил, если бы у меня интернет был. Вот, просто еще я тут на полдня буду симку покупать. Я просто скачал эту карту и ключевые точки на нее поставил. И все, а там, думаю, разберусь как-нибудь. Типа того. Ну вот разобрался. Ну, все равно вот едем как что. Надеюсь, сейчас приедем. Мы едем. Тут, да, вот какой контраст, да, вот в Токио такие все домики низенькие, а тут прям все высотки. Кулинарный институт. Местные, кстати, тоже на остановке в очередь стоят на автобус. То есть все в порядке у них здесь, как бы культурно. Блин, у чувака Феррари было с номером Лена. Поворачивают, это вообще жесть. Короче, сейчас в стену въедет.
Трамвайчики такие милые, как я сегодня уже вот снимал. Блин, ни разу на них не катался, но очень хочется. Такие они прям милашки, и все такие разные. А там вот как будто прям кафешка внутри была. Что, на двухэтажном трамвайчике, да? Так, да. Ну, в общем, я приехал уже к вечеру туда, откуда начинал. Сейчас 9:30. Надо в 11 стартовать будет уже оттуда. Сейчас сажусь на паромчик и движусь, да. Оплатил проездик, карточкой можно оплатить. 4 бакса стоит на Симшатсу, это в самый центр туда, на уголок. Кораблик тут прям стоит, сейчас поедем. Вот отсюда такой вид открывается, на ту сторону. Сейчас я пойду сниму с той стороны. Вот, короче, куда я сегодня приехал. Вот та сторона, тут вся такая фэнси, такая бизнес-класс, такой люкс, там все дела. Вот там на горку мы ездили. И там за горой, как бы, мы садились на автобус. Лишь бы телефон из руки не выпал, а так как бы нормально все. Даже на воде погодка такая хорошая. Свежо так. Так. И вот мы едем вот туда. Коротенькая поездочка, тут вообще коротенький проездик. Вот. Ну, цены на общественный транспорт, как видите, вообще адекватные, как бы, все по карману. Ну, я из тех путешественников, кто не то чтобы ищет дешмана какого-то, но просто я в эконом-варианте как бы так привык уже. Я такой человек, эконом-вариант. Но не во всем. На что-то мне, например, вообще не жалко денег. На шоколадный коктейль из Макдональдса или там шоколадки, мороженое. Вот. Ну, что-то еще такие какие-то вещи, которые я люблю. А типа комфорт в путешествии, но если я один, то мне пофиг. Если я с кем-то, то да, конечно, я буду стараться комфортнее как бы все это делать. Но когда я один, я вообще спартанец, мне все равно как бы. Главное, чтобы я там, например, отдохнул после дня, там, не знаю, в душ сходил, а там, ну, чтобы кровать была более-менее удобная. А так вот, остальное это такие частности, мелочи.
Ну все, сходил в Мак, съел так себе signature бургер с ангус-бифом, но шляпа оказалась. Иду на автобус уже в аэропорт. Ну вот прогуливаюсь тут по этому центральному проспекту с дорогими автомобилями, дорогими магазинами. Ну, для кого-то дорогими, а для кого-то и нет. Ну все, сел в автобус, 22:37. Ну, примерно так и рассчитывал, 22:30, 23. Ехать около часа. К 12 буду там, за 2 часа до выезда. Ну так, на расслабончике там еще потусуюсь. Ну, я надеюсь, что на расслабончике. Вот. Ну все, вот гуляночка такая получилась. Сколько? В 3 я выехал. Возвращаюсь. Ну вот 9 часов, считайте. Можно вот так, если у вас пересадка там часов 12, например, то вот можно так сгонять, погулять быстренько. Порт Гонконга. Огромный, просто огромный комплекс. Просто я больше порта нигде не видел.